Всем привет! Сегодня на обзоре у часового колоночка Fresh & Rebel. Давно у меня не было обзоров колонок, поэтому решил добавить их, потому что это тоже своего рода EDC, собственно, как и наушники, которые вы можете носить с собой. Итак, данный бренд у нас из Голландии. Уже смешно. Появился он в 2013 году, продается он в Европе. Я купил эту штуку за 10 евро. Можно купить за 15, но я думаю, за 10 будет намного более интересно. Итак, чем же она интересна? А тем, что я не знаю, как она звучит. Название у нее, конечно, интригующее. Свежий бунтарь. Будь смелым, покупай другое. Ну, то есть, зачем тебе, чувак, JBL, покупай Fresh & Rebel. Тем более, здесь такой краб крутой нарисован. Итак, что интересного? Работает она 20 часов. Водички, правда, боится. IPX5 здесь это от брызг, поэтому топить мы ее не будем. Аккумулятор 1200 мА, Bluetooth 5.3, 5 Вт мощность. Заряжается за 2,5 часа. Играет 20 часов при мощности 50%. И iOS, и Android, все работает, но из того, что отличает ее от стандартных колонок, она читает карточку, может играть с карточки, есть вход AUX и, естественно, Type-C для зарядочки. Без мультитула вообще никуда, то есть я вот это сейчас мучился, тут сидел, а так раз и вскрыл. Видимо, она так хорошо запечатана, потому что если вы вскроете в магазине и включите, она хреново работает, вы ее не купите. А так вы ее купите, распечатаете и хрен сдадите. Достаем колонку. Показания, написанные на колонке, совпадают с показаниями, указанными на коробке, так что будем считать, что колонка настоящая. Ага, к ней еще шнурок должен прилагаться. Давайте достанем. Колонка без шнурка – это деньги на ветер. Что нам тут, товарищи китайцы из Голландии, все-таки положили сюда? А вот такой вот темлячок. Любая штука, которая EDC, должна быть с темляком. Колонка не исключение. Теперь другое дело. А вот такая вот идет в комплекте инструкция. Блин, и здесь инструкция в виде газеты. Что ж случилось с этими инструкциями? И да, в комплекте еще идет вот такой вот шнурочек. Обычный Type-C и USB там A, по-моему. Итак, колонка у нас вся такая из себя soft touch. А давайте проверим, где у нас тут прячутся. Чуть не оторвал. Micro-SD-шку можно засунуть, можно зарядить и можно AUX подключить. Чуть-чуть поболее, чем JBL-ка, и потолще, и пошире. 259 грамм. Нелегкая. Давайте взвесим для примера. 209. Потяжелее будет. Хотя вес здесь, скорее всего, из-за того, что стоит динамик с обычным магнитом, а не неодимовым, он больше, поэтому тяжелее. В общем, не факт, что это плюс. Fresh & Rebel есть, Fresh & Rebel есть. Подключаем. Подключено. Да, чувствую, играет она как раз на десяточку, но не стоит спешить. Давайте сейчас я ее немножко протестирую. Может быть, эта колонка все-таки стоит своих 10 евро. Итак, удаляюсь ровно на 1 секунду. Послушал я эту колонку, попользовался. Сразу скажу о плюсах. Она очень приятно собрана. Вся такая soft-touch пластиковая, нигде не зазора. Даже непонятно, как ее разобрать. Ну, попробуем с этим разобраться. Хотя, опять же, soft-touch пластик через время превращается в липучий touch пластик. По звуку совершенно посредственная колонка, и на этом можно было, в общем-то, и завершить обзор. Но давайте все-таки включим, послушаем, как она играет от microSD, посмотрим, какие басы воспроизводит. Слышу смех за кадром. В общем, включаем это все дело. И вот так безумно она включается даже в 12 ночи. Я вчера, кстати, подумал, а не доделать ли мне обзор? Беру, включаю, во-первых, вначале громко булькает, потом начинает орать. С обратной стороны у нее звук более басовитый, но нету верхних, потому что в эту сторону выходит динамик. Конечно, интересно посмотреть внутрь. У нее, кстати, даже есть микрофон, но даже не хочется с этим делом заморачиваться. Давайте еще раз включим. Что интересно для всех китайских колонок, почему-то от microSD-шки они играют громче и даже немножечко перегружаются. Вкратце опишу звук. Низких частот здесь, к сожалению, нет. Средние частоты нормальные, слегка глуховатые, но бочки и прочих эффектов здесь не слышно. Высоких частот тоже маловато.
но звук не раздражает. В принципе, можно слушать. Если ничего лучше нету, ее можно слушать. Она не раздражает, ну такой обычный, нормальный звук. Мало низких, маловато высоких, но в общем, сильно плохо про нее сказать не могу. Но давайте возьмем старую добрую программу Bass Tester, в которую вклинили внизу рекламу, и проверим, с каких же частот начинаются низкие частоты в данной колонке. Начинаем с 20. 50 Гц. Я слышу какой-то шепот и шелест, но звука, собственно, нету. Где-то на 70 Гц уже еле слышное дребезжание есть. Давайте поднимать. Идет гудение на 90 Гц. Давайте найдем резонанс. Прямо на 200 Гц она уже начинает громко играть. Вот где-то здесь ее честные низкие частоты начинаются. Но на самом деле, как вы видели, резонанс начинается на 120 Гц, и она даже начинает куда-то уползать, чтобы про нее полностью видео не досняли. Поэтому нижний порог у нее засчитаем на 120 Гц. Колонка старается, а если максимально, ну хотя бы до половины усилить бас, усиление баса никак не влияет на звук колонки, потому что вот она не может ниже определенного порога воспроизводить частоты, поэтому смысл от всяких басоусилителей для данной колонки абсолютно нулевой. А вдруг вам захочется поиграть в игру, используя данную колонку? Давайте замеряем время отклика. Не так уж и плохо, от 300 до 400 миллисекунд приблизительно, так я замерил своим ухом. Я поставил колонку на расстоянии метра, и давайте попробуем, сколько децибел она выдаст. Вот я выдаю, когда говорю, около 77 децибел, я так смотрю. Как вы могли заметить, колонка выдает до 88 децибел на расстоянии метра. Это вполне себе громко, в ухо она мне орет, что раненая. Я тут собирался на Mi Max 1 поменять аккумулятор и на всякий случай заказал вот такую вот в дополнение к комплектным открывашкам штуку. И давайте с помощью нее попробуем вскрыть колонку. Ведь с китайскими колонками самое интересное всегда внутри. А вот мы и нашли слабину, а вот мы ее и открыли. Оказалась вся такая... Колонка сопротивляется, не хочет, чтобы ее открывали, а мы ее все-таки открыли и видим 4 винта. Как видите, любая колонка открывается, нужен только правильный инструмент. Можно неправильным, но будет очень сильно покоцанная. А так, чисто вскрыли, это обратная сторона, как видите. Металлическая магнитная хрень. Внизу, я думаю, мы найдем обычный ферромагнит дешманский, хотя могу ошибаться, а давайте разберем. К40 от Nextool мне поможет. Кстати, скоро сделаю обзор на обновленную версию, потому что эта версия не будет продаваться. У них какие-то проблемы там с лицензиями. В общем, они чуть-чуть переделали блокировку. И, в общем, я сделаю уже на реальную модель обзор. Кто-то, скорее всего, был злой на этот динамик и еще перед установкой его успел поцарапать. Но давайте все-таки его разберем. Я думаю, где-то посередине, судя по увеличившимся трещинам, данная колонка должна открыться, и она открывается. И что мы видим внутри? Как я и думал, ферритовый магнит на 4 Ома 5 Ватт. Это классика. Классический аккумулятор на 1200 мА. При желании можете хоть 3600 засунуть, и будет играть эта колонка просто бесконечно. Если кому-то интересно, можете посмотреть на плату усиления и, собственно, всю плату данной колонки. Справа мы видим антенну Bluetooth, видим усилитель и видим микросхему, которая это все дело обрабатывает. Особого потенциала по улучшению данной колонки я особо не вижу. Можете увеличить в 2 или в 3 раза емкость аккумулятора. При желании можете, конечно, загерметизировать все швы, и тогда она будет более устойчивая к жидкостям. В остальном же внутренности выглядят довольно качественно. Гладких поверхностей, которые можно было обклеить, практически нету для улучшения качества звука. Поэтому колонка играет на все деньги. А стоит она, напомню, 10 евро, и играет она ровно на эту сумму. Если кто-то не знаком с пассивными динамиками, на самом деле там система довольно простая. Давайте посмотрим. Вот такая вот мембрана с металлической вставкой.
Единственное, как можно регулировать, это увеличивать размер этой мембраны, либо менять вес, который приклеен к ней. Но не думаю, что это сильно повлияет на низкие частоты от вот такого вот динамика. Система простая. Таким же образом ставим ее назад и прикручиваем. И вот таким образом выглядит основной драйвер. Откройте. Средне ровно поклеенный, не производит вид дорогого динамика. Я думаю, это однобаксовый какой-нибудь динамик здесь стоит. Так что единственное, как вы сможете улучшить качество данной колонки, если вдруг вам захочется, то его можно попробовать поменять, если у вас есть, конечно, подходящий по размеру. По всем параметрам колонка Fresh Rebel показала себя как обычная китайская колонка, которая при этом запакована в приятный soft-touch пластик, имеет интересный дизайн, но очень посредственный звук. Брать вам ее или не брать, решайте сами. Я бы второй раз такую колонку не взял. Даже несмотря на то, что все сделано довольно качественно, над самим звуком, я думаю, никто особо не парился, так что проходная вещь, можно проходить мимо.